Дисклеймер. Все, что сказано в этом видео, является исключительно моим мнением. Мое мнение может не совсем совпадать с вашим. Приятного вам просмотра. Сегодня я хочу составить свой собственный топ-10 самых недооцененных моментов между Чонгуком и Тэхёном. 10 место. Это так громко. Тэхён, какой же ты провокатор. Чонгук, завидую твоей стальной выдержке. Девятое место. Что вы там увидели, так засмущались, а? Прямо сейчас на моем канале на Бусти вышла новая статья на тему «Сосиска, взорвавшая интернет. Что Тэхён сделал на концерте BTS и почему его назвали хамом?». Чтобы прочитать эту статью, а также многие другие, которые там уже были опубликованы, вам необходимо подписаться на мой канал в Бусти. Ссылка на мой канал, на Бусти и канал в Telegram будет в описании этого видео, а также в комментариях. Восьмое место. Мне вот очень интересно, чего насмотрелись Тэйкук, что их так перемкнуло на ковбойской теме. Седьмое место. У нас опять все стабильно. Шестое место. Поведение пары. Тэхён бежал к своему Чонгуку, чтобы пройтись вместе. Чонгук, ты слишком очевидный. Пятое место. Чонгук каждый раз, когда видит Тэхёна. Четвертое место. Когда ты причина его улыбки.
Третье место. Новости. Финальная речь Тэхёна. Я подготовил речь на испанском, но она не отображается на телесуфлёре и... Ах, я начинаю нервничать из-за этого, поэтому буду говорить на корейском. Мы так круто зажигали вместе с Арми, прыгали, смеялись, болтали и дурачились, и я почувствовал, как мой уровень счастья просто взлетел до небес. Когда я смотрел на вас со сцены, был так тронут. Вы все такие красивые, правда. Я сегодня получил столько эмоций, что перед тем, как лечь спать, обязательно еще раз пересмотрю мультфильм «Тайна Коко». Мама Коко, спасибо вам. Финальная речь Чонгука, мексиканские армии. Сегодня прошел наш второй концерт, и, как я и ожидал, вы были просто огонь. Благодаря вам всем. Я был очень тронут и по-настоящему счастлив. Спасибо, что разделили это драгоценное время с нами. Арми, я вас очень люблю. Чонгук шлепнул Тэхёна по бицепсу самым мимимишным образом, а Тэхён даже не отреагировал, просто продолжил напрягать руки и проверять свои мышцы. Комментарии о манерах Тэхёна по отношению к президенту Мексики и не только. Ого, он выглядит как принц и ведет себя так же грациозно. Какой он милый. Выглядит просто сногсшибательно. Настоящий принц. У него такая крутая аура. Ах, ну мало того, что красавец, так еще и манеры безупречные. Что нам с этим делать? Вау, ну чисто принц. Мне кажется, эти манеры у него в крови, поэтому все получается так естественно. И какой же он красивый. Такое чувство, что благородство – это часть его самого. Поэтому все выглядит так натурально. У всех разные вкусы, но раз это зацепило столько людей, значит это не игра на публику, а привычка. Думаю, это всем заметно. Он такой классный. Если бы такой красавчик проявил ко мне такое внимание, я бы упала в обморок. До чего хорош. И манеры потрясающие. Лицо принца. И воспитание соответствующее. Манеры просто на высоте. Сердце замирает. А голос? Что это за голос? Ну точно принц. Ведет себя достойно и так круто, что он постарался выучить приветствие на их языке. То, что он подготовил приветствие на местном языке, уже трогательно, но его манеры – это нечто. Кажется, Тэхён умеет находить подход к старшему поколению, химия просто супер, ха-ха. Если бы знаменитость из другой страны приехала к нам и так заговорила, я бы тоже сразу влюбилась. Его просто невозможно не любить. Вау, фанаты там, должно быть, были на седьмом небе от счастья. Все в его поведении круто. И это подготовка на их языке. Укороченная куртка Тэхёна в топе сегодняшнего концерта. Тэхён посетил Лос-Клубес, Куадро Сан-Кристобал, шедевр жилой и конно-спортивной архитектуры, спроектированный мексиканским архитектором Луисом Барраганом. Он создавался как частное поместье для семьи Игерестром, страстных любителей лошадей. Особенности архитектуры – игра цвета. Огромные стены в оттенках розового и терракоты меняют свой вид в зависимости от того, как падает солнце. Вода и звук. Знаменитый каскадный фонтан спроектирован так, чтобы всадники могли въезжать в бассейн, а шум падающей воды создавал атмосферу полного спокойствия. Масштаб. Здесь все кажется монументальным.
Высокие стены и широкие проемы созданы с учетом пропорций лошадей, подчеркивая их грацию. Бараган верил, что архитектура должна дарить радость и умиротворение. Именно поэтому его строение выглядит как застывшие декорации к снам. Это место стало культовым для модных домов, от Луис Вуиттон до ведущих глянцевых изданий. Я чувствую их чувства. То, как он мило спит. А я все думал, что же мне напоминает этот новый цвет его волос. Тату-мастер Полык выложил пост в Инстаграм, подписав: «Куртка по мотивам татуировок Чингука. Роспись по коже. Эти рисунки очень важны для меня. Благодаря им я познакомился со многими людьми. Поэтому решил перенести их на куртку. Посмотреть на работу можно на моей персональной выставке. Изделие не продается». Самый любимый мальчик Тэхёна. Индийское издание Дайник Бэскар опубликовало материал, посвященный невероятному ажиотажу вокруг BTS, и в центре внимания Тэхён, который растрогал поклонников своей искренностью. 50 тысяч молодых людей собрались в Мексике только ради того, чтобы увидеть BTS. Тэхён прочитал фанатам послание со своего телефона на испанском языке. Он сказал: «Привет, я не очень силен в испанском, но я очень постараюсь. Я действительно по всем вам скучал. Я очень скучал по Мексике. Здесь потрясающая атмосфера. Большое спасибо за то, что вы так сильно нас любите. До следующей встречи. Пока». Отрывались по полной. Каждый день Ким Намджуна начинается с приема магния B6, иначе никаких нервов не хватит с этими негодниками.
Момент, где Тэхён споткнулся о ногу Чонгука. Тэхён, фотографии из Национального дворца, сеанс окрашивания волос и стильные селфи в зеркале. Ви поделился ранее не публиковавшимися фотографиями исторического визита BTS в Мехико во время их мирового турне «Ариренг», где их официально приветствовала президент Мексики Клаудия Шейнбаум Пардо. На снимке запечатлена культовая монументальная фреска на лестнице Национального дворца. На одном из селфи в зеркале можно увидеть улыбающихся и позирующих Ви и Чонгука. Затем он показал фанатам свою процедуру окрашивания волос в цвет орео и продемонстрировал свое обаяние в официальных нарядах, которые мгновенно стали вирусными. Певец также посетил художественную галерею, поделившись фотографиями со своего визита, предоставив поклонникам эксклюзивный взгляд на свои стильные и культурные моменты. Под фотографиями он написал «Синсиленд Роу, please», что означает без кинзы, кориандра, пожалуйста. В этом забавном моменте очень глубокий смысл. Просто подумайте, насколько сильной должна быть связь между людьми, если один человек что-то делает, а второй буквально за секунду включается и без слов понимает, что надо делать. Чонгук буквально в моменте отражает намерение Тэхёна. Это высшая точка взаимодействия. Мексика влюблена в Чонгука, и СМИ документируют эту сцену. Появление BTS на площади Сокола в Мехико превратилось в исключительное зрелище, где толпы заполнились плакатами с Чонгуком, ручными веерами и стикерами, которые зафиксировали мировые СМИ. Во время приветствия группы поклонникам с балкона Национального дворца в Мексике среди толпы появился ростовый манекен Чонгука, в момент, который привлек внимание крупных новостных агентств, таких как EFP и южнокорейское агентство Yonhap. Одна из фанаток держала плакат с надписью «Женись на мне, Чонгук, я хочу стать женой Чон Чонгука». А в другой сцене, привлекшей все взгляды, в площади раздался голос песни «Euphoria», в то время как толпа с энтузиазмом повторяла ее слова в качестве нового доказательства огромной мировой популярности, которой пользуется Чонгук и его музыка. Милые моменты с Тэхёном. Нейросети был задан вопрос: способны ли два человека, начиная с юности и до взрослой жизни, не имея в самом начале ни опыта, ни взрослой выдержки, ни умения полностью контролировать себя, играть любовь так убедительно, чтобы за 12 лет ни разу не проколоться? Ответ получился довольно простой: нет. Можно сыграть момент. Можно сыграть сцену. Можно выйти на публику, улыбнуться, сделать нужный жест, выдержать нужную дистанцию или, наоборот, создать иллюзию близости. Это возможно. Особенно если есть камера, сценарий, понимание, чего от тебя ждут. Но любовь не состоит только из красивых жестов. Любовь выдают мелочи. Взгляд, который задерживается дольше, чем нужно. Реакция тела, когда человек подходит ближе. Привычка искать глазами именно его. Спокойствие рядом с ним. Улыбка, которая появляется раньше, чем человек успевает ее контролировать. Желание коснуться не потому, что так надо, а потому, что иначе не получается. Вот это уже почти невозможно играть годами.
Тем более, если все началось в юности, когда у людей еще нет такого опыта, чтобы безупречно держать роль. В юности эмоции либо слишком заметны, либо слишком неловко спрятаны. Там трудно рассчитать каждый взгляд, каждую паузу, каждое движение. А если рядом человек, который действительно важен, тело часто говорит быстрее, чем разум. За 12 лет меняется все: возраст, характер, усталость, обстоятельства, давление, сцена, закулисье, правила, люди вокруг. Невозможно все это время одинаково идеально изображать чувство, которого нет вообще. Рано или поздно фальшь становится видна. Где-то исчезает тепло, где-то появляется пустота, где-то жест остается, а смысла в нем уже нет. Поэтому, если связь между двумя людьми выглядит живой столько лет, если она проходит через разные периоды, взрослеет вместе с ними, меняет форму, но не исчезает, это трудно списать только на игру. Можно спорить о названии этой связи, можно не знать всех подробностей. Можно не иметь права утверждать за них то, что они сами не сказали вслух. Но одно очевидно: пустоту невозможно 12 лет выдавать за настоящее так, чтобы она ни разу не треснула. Если между людьми годами сохраняется тепло, доверие, нежность, ревность, привычка быть рядом и особый взгляд друг на друга, значит, там есть нечто большее, чем просто роль. Осознаете, что каждый раз, когда Тэйкук снимают видео в ТикТоке в формате Husband и Boyfriend Reveal, Тэхён всегда стоит в позиции девушки, которая раскрывает своего парня, и вообще ничего тот факт, что он в принципе снимает только с Чангуком? Чангук, не подведи. Пока другие сомневаются, мы знаем правду. Предполагают, что у Тэхёна тату на уровне пояса. Интересно, тату или не тату? Окей, но волосы Тэхёна после сна. Собственный язык общения Тэйкук между собой, пароль к которому не меняется уже много лет. Они закодированы на одну частоту, и им совершенно не обязателен разговор вслух. Достаточно легкого прикосновения, подаренной друг другу улыбки или просто взгляда, вместо набора слов, объемом в страницу. Самая популярная среди фанатов песня «Варирэнг» «Into the Sun» Тэхёна. Песня «Into the Sun», написанная Ви и вошедшая в альбом «Арирэнг», преодолела отметку в 100 миллионов прослушиваний на Spotify. Эта песня получила очень позитивные отзывы, особенно за свой художественный и эмоциональный подход. Такие СМИ, как Rolling Stone, The New York Times и The Guardian
Назвали ее мощным завершающим треком альбома «Арирэнг», отличающимся более экспериментальным и атмосферным звучанием. При этом выдающееся исполнение Ви заслуживает особого внимания. Его хихишки – это мой любимый жанр видео. Мы с вами пропустили тот момент, когда на репетиции в толпе начали скандировать «Ви, уходи!». А потом на сцену полетели предметы, один из которых едва не попал в Хосока. Это уже не фандомные разборки и не безобидный цирк. Это реальная физическая угроза участнику группы. Люди приходят на концерт BTS не ради музыки и не ради поддержки всей семерки. Они приходят, чтобы выплеснуть свою больную ненависть к одному человеку, Ким Тэ-хёну. Просто потому, что он существует. Потому что дышит одним воздухом с их любимыми шипами. Сейчас весь интернет гудит. Фанаты по всему миру массово требуют усилить охрану Тэ-хёна в Мехико, распространяют предупреждения, лица и никнеймы тех, кто открыто писал угрозы. Потому что это уже не шутки. Это перешло в стадию, когда реально страшно. Самое отвратительное, из-за этой коллективной одержимости могут пострадать невиновные. Хосок уже чуть не словил предмет, просто стоя рядом. Один псих с киданием, и под удар попадает весь состав. Это давно уже не шиперство. Это токсичная, агрессивная, местами психопатическая субкультура внутри фандома, которая считает, что имеет право решать, кому из BTS можно жить, дышать и стоять на сцене. Особенно американские чагу-сторонники, которые буквально сходят с ума от одной мысли, что Тэ-хён – живой человек, а не препятствие для их фантазий. Хватит делать вид, что это просто хейт. Это уже опасно. И если хайп и организаторы не отреагируют жестко сейчас, в следующий раз, может быть, уже не едва не попал, а гораздо хуже. Защитим Тэ-хёна. Защитим всю группу. Это уже не про фанатскую любовь. Это про элементарную человеческую безопасность. Чонгук, ты старался. Обзор Mashable на документальный фильм BTS после закрытого показа для прессы. Что особенно бросилось мне в глаза, так это то, насколько естественно Ви, Ким Тэ-хён, сияет в спокойных, повседневных кадрах. Он держится перед камерой непринужденнее всех, превращая любительские съемки в нечто, напоминающее личные воспоминания, а не постановочную документалку. В фильме есть момент, где он называет поток своих идей парком аттракционов. Это идеально передает его игривую и творческую энергию. А когда английский текст начинает мешать ритму песни, именно он прямо заявляет: «Это меня убивает». Честно, без фильтров, просто Тэ-хён остается собой. Любоваться и любоваться Чонгуком. Идеальный, его широкими плечами, тонкой талией, уверенной осанкой и движениями, от которых не дышится. А когда он танцует, дышать уже самой не хочется. Чонгук и банановое молоко.
Второе место. Это так интимно. Мне до сих пор очень плохо с этого видео, а значит и вам тоже будет. То, как Чонгук загипнотизирован Тэхёном. Первое место. Спустя столько лет между ними все та же нежность. Это конец. Желаю вам прекрасного дня и чудесного настроения.